Первый поход к стоматологу после больницы превратился в какую-то мини-катастрофу. Я пошел на обычную консультацию, чтобы врач посмотрел мои зубы и сказал мне, что делать с ними дальше. Но все сразу пошло не по плану. К этому моменту у меня появилась новая проблема. У меня начали очень сильно опускаться десны, практически до корней, и выглядело это очень и очень неприятно. Хотя, с другой стороны, я понимал, что с моим диагнозом и с иммунитетом, опустившимся до 0, то, возможно, это вполне нормальное явление, и организм может начать сыпаться вообще со всех сторон. Но, тем не менее, я решил пойти к стоматологу, и все вроде бы ничего, все начиналось нормально, пока мне не дали в руки анкету. А так как я гость у стоматолога был нечастый, точнее, я там практически вообще не бывал, то это меня немного удивило. Но в процессе заполнения я понял, что ничего такого в этой анкете нет, первая ее половина. Пока не дошел до первого вопроса, который меня насторожил. Это был вопрос, принимаю ли я на постоянной основе какие-то медицинские препараты. И сразу за ним второй, еще более интересный вопрос, имею ли я хронические заболевания. И среди всех в списке были гепатиты, еще там что-то, еще что-то. И отдельным пунктиком ВИЧ. Ну и на этом моменте я, если честно, подвис вообще. Потому что я не знал, что с этим делать. Я переживал, что если я напишу правду, то, как бы глупо это ни звучало, я переживал, что меня могут вообще не принять. Но если даже примут, как может измениться отношение ко мне. Хотя, с другой стороны, я тоже понимал, что это врач, и для него, возможно, это стандартная ситуация, и ничего такого в этом нет, но тем не менее. Я напрягался, но в итоге я решил написать правду, наверное, из-за того, что в этот раз я пришел на обычную консультацию, но в следующий раз я могу прийти именно на лечение. И если что-то пойдет не так, и врач, не дай бог, поранится, и не дай бог ему попадет в кровь, в рану, точнее, моя кровь, то потом горя не оберешься. Ну и поэтому я решил написать все как есть. Врач меня, в принципе, очень сильно удивил. Он со мной любезничал, общался нормально, меня приняли, посмотрели, но тем не менее в его глазах я видел, что особого энтузиазма у него и радости от работы с таким пациентом у него нету. Но тем не менее, все прошло довольно неплохо, и уже когда я вышел из больницы, я поймал себя на одной мысли, что с таким диагнозом даже обычный поход к стоматологу может превратиться в довольно странную ситуацию, и если так будет каждый раз, то что тогда мне делать? Каждый раз писать правду и ждать, какая будет реакция, или просто не указывать это в анкетах? Ну и в общем, стоматолог был всего лишь одной из таких ситуаций, потому что дальше жизнь с таким диагнозом приносила еще довольно много других сюрпризов.